Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Смотри и знай». На сегодняшний день в нашем мире очень актуальной проблемой становится закупоривание сосудов. Эта проблема теперь превратилась в целую фармакологическую индустрию. Огромный выбор различных препаратов для очистки сосудов сегодня представлен на полках наших аптек. Народная медицина также не отстает, и нашему вниманию предоставляются все новые и новые рецепты очищения сосудов. Но, к сожалению, специалисты в области кардиологии утверждают, что избавиться от уже образовавшихся холестериновых бляшек и отложений кальция не так уж просто. При обращении к врачу чаще всего назначают различные препараты, но такие средства, как правило, не уничтожают холестериновые отложения, а уплотняют их, тем самым увеличивая просвет сосуда. Именно поэтому этой проблемой стоит заниматься, как только наступает риск образования холестериновых бляшек. А также в течение всей своей жизни очень важно заниматься профилактикой этой проблемы. Чтобы избежать риска закупоривания сосудов, нужно будет соблюдать определенную диету, а также полностью отказаться от употребления алкоголя и курения. Во время такой диеты стоит избегать продуктов с повышенным содержанием холестерина. К таким продуктам относятся сало, жирное мясо, субпродукты, цельное молоко и яичный желток. Также крайне нежелательно употреблять свинину и баранину в любом виде, пальмовое и сливочное масло, майонез и любые газированные напитки. Это не значит, что вы должны совсем отказаться от своих любимых продуктов. Просто их употребление нужно контролировать. В вашем меню должны преобладать фрукты и овощи, сложные углеводы и злаковые волокна, в особенности клетчатка. Также уделяйте особое внимание способу приготовления блюд. От жареного лучше отказаться, попробуйте запекать. Вкус блюда от этого не сильно меняется, а полезные свойства только увеличиваются. Очень важными элементами такой диеты станут лимон и чеснок. Эти два продукта способны избавить от многих болезней и в том числе помочь в очищении кровеносных сосудов. Многие отказываются употреблять чеснок из-за его резкого запаха, но на самом деле эти люди совершают большую ошибку. Избегая употребления чеснока, вы лишаете свой организм веществ, которые способны препятствовать целому ряду заболеваний. Чеснок содержит в своем составе витамины С, В, холин, белки, углеводы и другие полезные вещества. Благодаря этим витаминам чеснок помогает укреплению всей сердечно-сосудистой системы. Также проведенные учеными исследования подтвердили, что употребление этого продукта снижает риск образования тромбов и развития атеросклероза. Чеснок также способен уничтожать болезнетворные бактерии и грибки, попадающие в наш организм. Вместе с чесноком очень полезно употреблять лимоны. Цитрусовые способны повышать эффективность полезных свойств чеснока. Также в цитрусовых фруктах содержится лимонная кислота. Самая большая концентрация этой кислоты, конечно, заключена в лимонах. Эта кислота способна оказывать серьезное влияние на метаболизм в нашем организме. Специалисты советуют кушать лимоны для снижения холестерина в крови. Регулярное употребление этого фрукта оказывает благотворное влияние на кровеносные сосуды. Содержащиеся в нем ферменты способствуют очищению сосудов от плохого холестерина, повышают эластичность кровеносных сосудов, что нормализует работу всей сердечно-сосудистой системы. Наряду с этими двумя продуктами для сердца и наших сосудов очень полезен натуральный сахар. Как вы уже догадались, мы говорим о меде. В этом продукте содержится большое количество антиоксидантов. Именно они препятствуют образованию холестериновых бляшек, что в свою очередь значительно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А при наличии уже имеющихся проблем данного характера, регулярное употребление меда уже через пару месяцев окажет положительный эффект. Исходя из знаний об этих полезных свойствах лимона, чеснока и меда, народная медицина изобрела самые эффективные лекарства для борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому мы собрали 6 самых лучших рецептов народных средств. Первый рецепт – настой на воде. Для этого рецепта нам понадобится 3 литра воды, 4 лимона, 5 головок свежего чеснока и 3 столовые ложки меда. Перед приготовлением лимон необходимо помыть, а затем лимон и чеснок измельчают и перемешивают. К измельченным продуктам добавляем предварительно разогретый мед и остужаем полученную смесь. Далее помещаем наши продукты в 3-литровую банку и заливаем холодной водой. Такой настой убираем в холодильник на 3 дня, после чего процеживаем. Теперь напиток готов к употреблению.
Принимать нужно будет по 3 столовые ложки перед едой, но не более 3 раз в день. Для полного курса лечения необходимо заготовить 4 таких банки. Каждую новую банку необходимо заготавливать строго за 3 дня до употребления. Второе. Классический настой. Для классического рецепта настоя лучше всего использовать цветочный мед. Лимон необходимо измельчить и из этой массы получить сок. Чеснок также измельчаем удобным способом. Итак, нам понадобится 10 лимонов, 10 головок чеснока и 1 литр цветочного меда. Все ингредиенты необходимо перемешать. Настаивать такую смесь нужно в темном месте. Температура должна быть от 18 до 23 градусов. Срок настаивания составит минимум 10 дней. Такие условия необходимы для накопления оптимального количества полезных свойств. Готовый продукт необходимо принимать по 2 чайные ложки 3 раза в день. Курс приема составляет 2 месяца. Такое средство поможет очистить всю сердечно-сосудистую систему и нормализовать артериальное давление. Третий рецепт – спиртовая настойка. Для такой настойки необходимо использовать напитки крепостью не менее 50 градусов. Для этого рецепта нам понадобится сок 2 крупных лимонов, 2 измельченные головки чеснока и пол-литра спиртного напитка. Чеснок лучше всего измельчить в ступке. Так предусмотрено в правильном рецепте этой настойки. Все продукты необходимо перемешать. Настаивать такую смесь необходимо в темном месте. Процесс настаивания займет 2 недели. После этого напиток готов к употреблению. Принимать такое средство необходимо по 1 чайной ложке 3 раза в день. Чайную ложку этой настойки необходимо разводить в стакане молока. Четвертый рецепт – настойка с имбирем. В состав такой настойки войдут 300 грамм имбиря, 2 головки чеснока, 2 лимона, 6 столовых ложек меда. Все ингредиенты необходимо измельчить и поместить в банку. Настаивается такая смесь при комнатной температуре в темном месте. Этот процесс у вас займет 3-4 дня. Принимать это средство нужно по столовой ложке 3 раза в день. Курс очищения вашего организма таким народным средством займет 2 недели. Пятый рецепт – смесь с маслом. Это средство будет эффективно не только для очищения сосудов, но и для омоложения всего организма. Для приготовления нам понадобится 1 литр натурального меда, 3 головки чеснока, 4 лимона и 200 мг масла. В нашем случае можно использовать оливковое или льняное масло. Лимон необходимо перемолоть вместе с цедрой, чеснок натереть или измельчить любым другим удобным способом. Мед, чеснок, лимон и масло перемешать, а затем поместить в банку с плотно закрывающейся крышкой. Средство необходимо настаивать 2-3 дня, а после принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Шестой рецепт – сироп. Такой сироп поможет снизить уровень холестерина, количество сахара в крови и показатели артериального давления. Для приготовления лекарственного сиропа нам нужно 6 лимонов, 4 головки чеснока и 400 мг меда. Все ингредиенты мелко порезать, уложить в 3-литровую банку и доверху заполнить теплой водой. После настаивать около 2 недель. По готовности сироп процедить удобным способом и поместить в герметичную емкость. Принимать 1 раз в день 1 столовую ложку сиропа, разведенную в чашке воды. Но у этих народных средств имеются противопоказания. Людям, имеющим проблемы с почками или язву, любой из вышеперечисленных вариантов употреблять не рекомендуется. При хронических заболеваниях печени, панкреатите и эпилепсии стоит с осторожностью относиться к любым методам народной медицины. Беременность и кормление грудью также могут стать причиной для отказа от таких средств. Будьте осторожны, эти рецепты способны вызвать аллергические реакции, изжогу или головокружение. Поэтому важно помнить, что пробуя любые новые методы лечения, важно относиться к ним серьезно и при проявлении любых побочных эффектов обращаться к специалисту. А на этом мы заканчиваем наш выпуск. Всем до новых встреч и будьте здоровы!